Друзья, всех приветствую. Сегодня у нас подкаст с Артемом Леоновым, автором и основателем Glamping обсерватории Уральский Марс. Сегодня мы узнаем его личную историю, познакомимся поближе, также узнаем перспективы развития проекта, финансовые показатели и услышим некоторые советы от Артема. Погнали! Артем, расскажи о себе. Кто ты и откуда у тебя такая необычная идея создать космический глампинг? Ну, наверное, это будет самый долгий ответ на вопрос, потому что рассказать, кто я, откуда, да, то есть это нужно рассказать небольшой, мой жизненный путь. Вообще родом я из города Серово, это в Свердловской области, численность 120 тысяч населения, и закончил я 9 классов, 9 классов закончил. После этого я поступил в кадетскую школу, и 10-11 класс я заканчивал в кадетской школе. Вот, после этого я поступил в военный институт и, собственно, учился в военном институте. Когда-то была это моя мечта. Вот, ряд факторов, мои цели кардинально поменяли на определенном пути. Но, тем не менее, закончил военный институт. И примерно с 4 курса начался мой такой предпринимательский путь, я бы так это назвал. В общем, самым первым делом, которым я занимался, это был social media маркетинг, SMM. И в стенах военного института уже с 4 курса был доступ к телефону, компьютеру. И, соответственно, я набирал клиентов, продвигал. И тем самым зарабатывал, в принципе, зарплату среднестатистического человека. Вот. Также я на 4 курсе познакомился с криптой, начал этим интересоваться, увлекаться, изучал, покупал, пытался торговать. В общем, такой вот путь интересный был. И где-то уже на 5 курсе я познакомился с своим бывшим партнером. Вот, мы решили открыть майнинг-ферму, и такое даже было. Вот, тогда еще на асиках, на обычных хороших видеокартах майнили эфир, и достаточно неплохо, там в месяц по пол-эфира можно было майнить довольно нормально. Вот, купили майнинг оборудование и начали майнить. А потом захотели сделать из этого что-то большое, сделали фонд. Начали привлекать инвестиции под это. У нас первый инвестор зашел вообще офицер, тоже с военного института. Но потом майнинг ферма у меня стояла в городе Серово, в Серове, откуда я родом. И там следил за ними один программист. И он в одно время звонит и говорит, я все не буду больше заниматься, потому что, начинают выходить законы, это больше нельзя делать. Все, я боюсь, дальше не буду этим заниматься. Ну и, собственно, нам что остается делать? Мы с моим партнером учимся в институте, и, соответственно, мы сами не можем взять и за этим следить. Поэтому оборудование пришлось продать, деньги мы инвестору вернули. И у моего партнера была идея вложиться в магазин фитнес-одежды женской. Есть такая женская одежда Design for Fitness с Украины. Классный бренд, до сих пор работает. И мы, собственно, купили не то, что даже полноценную франшизу, а там можно было пакет мини-франшиза, где мы можем покупать товар и как онлайн-магазин делать и продавать. Вот, продали эти майнинг оборудование, карты и, собственно, закупились одеждой и начали развивать онлайн-магазин. Тогда параллельно мы еще запустили небольшой стартапик, связанный с доставкой кальянов на дом. Тогда, думали, что это интересная идея, такой мини-Яндекс, только по доставке кальянов на дом. Вот, и тоже привлекли под это инвестиции. И, собственно, после того, как я закончил военный институт, я сразу принял решение уволиться, поэтому прошел этап увольнения в течение 4 месяцев. И, собственно, дальше у меня происходит такая ситуация не очень приятная. Мы с партнером расходимся, он идет своим путем, я иду своим путем. И на мне остается долг порядка 3 миллионов рублей.
Вот, ну, для меня тогда это просто были какие-то существенные деньги, большие деньги, потому что, ну, я никогда не видел в жизни таких денег. У меня там, ну, мама, грубо говоря, да, там зарабатывает 70-80 тысяч, а тут целых 3 миллиона. Моя зарплата курсантская там была 14 тысяч. Ну, понятно, что я вот зарабатывал на СММ, но потом я от СММ ушел и как бы занялся вот этими проектами. Ну, в общем, для меня это была серьезная сумма. Вот, остался я должен в банк заплатить, да, кредит, потом инвестору вернуть, вот это приложение мы делали. Ну и, собственно, у меня не было понимания, как это сделать, и такое состояние было достаточно, ну, как бы плохое. Вот, и на тот момент я еще познакомился со своей, ну, на тот момент будущей женой. Вот, и, собственно, я без денег, без дохода, с долгом минус 3 миллиона. Вот, и у меня была карта на 50 тысяч, кредитка. Вот, и мне нужно было кардинально сменить обстановку. И, собственно, все, что я сделал, это мы купили билет по горячей путевке в Иорданию. И это мое было вообще первое путешествие за границу. Прилетели в Иорданию, и для меня это прям была такая перезагрузка очень сильная, и там я выбирал, чем я буду дальше заниматься и как из долгов выходить. И у меня было два направления. Первое направление — это делать авторские туры, и второе направление — это, так как я закончил военный институт, что я умею, да, там охрана, ЧОП, безопасность. Ну и, собственно, принимаю решение, что все-таки я не буду делать авторские туры, а я хочу делать частное охранное предприятие. Вот. Ну и, собственно, опять же, у меня получилось привлечь с моих однокурсников 1 миллион рублей. И я прошел дополнительное обучение. Ну, чтобы открывать ЧОП, у тебя должно быть образование директора ЧОП. Ну, в общем, есть такое дополнительное образование. Вот, иначе лицензии не дадут. Я прошел это образование, обучение, и, собственно, взял этот 1 миллион рублей и поехал в Москву. А я хотел открыть сразу что-нибудь, ну, по охране там должностных лиц, да, там охрана грузов, то есть сразу такие услуги. И когда я приехал со своими, ну, какими-то юношескими мечтами в Москву с 1 миллионом рублей, пытаясь открыть ЧОП, я понял, что я на этот миллион даже, ну, не арендую как бы офис и не оборудую его так, как нужно, да, там КХО по хранению оружия и так далее. Ну и, собственно, я разочарованный помню вот этот вот момент. Это была моя такая ключевая точка, так скажем, трансформации не тогда, когда я был в Иордании, а вот в этот момент. Я этот миллион вернул обратно человеку и сажусь, прям стою в автобусе, чтобы в самолет садиться. И я прям думаю, вот у меня всегда как бы такая цель какая-то была, это вот типа я хочу зарабатывать 1 миллион в месяц. Вот 1 миллион и все. Но на самом деле у меня не было понимания, как это делать. Вот, но очень было хорошее понимание, как зарабатывать, ну, те же там 300, 400, 500 тысяч рублей в месяц. И было понимание, как это делать на СММ, то есть обратно вернуться в СММ. Вот, на тот момент я принимаю решение, что раз есть понимание, буду как бы по ступенькам, так скажем, эту цель преследовать. Вот, вернулся обратно, свою жену обучил тоже СММ. Говорю, ты будешь контент вести, я буду непосредственно таргетированную рекламу настраивать в Инстаграме, в Фейсбуке. Тогда еще у нас реклама в Фейсбуке, в Инстаграме работала. Вот, и мы начали так неплохо достаточно зарабатывать, 100 тысяч в месяц, 200, потом 300. И я говорю, Лер, говорю, нам, чтобы еще больше зарабатывать, нам нужно как-то себя упаковать, ну, создать какой-то успешный успех, да, так. А тогда для меня успешный успех был это некая такая картинка на Бали. Ты типа на Бали, работаешь удаленно, весь такой цифровой предприниматель. Ну и, собственно, мы покупаем билеты и сначала летим в Таиланд, где какое-то время пожили. Потом на Бали прилетел, на Бали какое-то время пожили. Ну и на самом деле это действительно сыграло свою роль. Наш чек чуть ли не в 2 раза вырос. Ну, то есть и услуги, и клиенты стало больше. Мы потом, конечно же, где деньги зарабатываются? Это курсы делаются. Мы создали курс по СММ и начали еще курс продавать. Вот, на личное наставничество брать. Кстати, знаю некоторых людей, которые до сих пор продолжают этим делом заниматься уже спустя столько лет после обучения. Вот, и, собственно, чек наш вырастает, и я потихоньку начинаю закрывать долги. Вот эти 3 миллиона.
в конечном итоге потом их закрываю. Ну и, собственно, на Бали, до Бали, еще когда я учился в военном институте, я познакомился с одним стартапом «Ветер». Это здания, которые сами себя обеспечивают электроэнергией. Вот. И я тогда проинвестировал небольшую сумму денег, там, не помню, может быть, 1100, 200, ну что-то такое в этот проект. И как бы на Бали улетел. И мне звонит автор этого проекта, основатель, и говорит, ну давай, мол, ко мне в команду, да, так скажем. Вот мы сейчас с Новосибирска переезжаем в Сочи. Вот, и классно, если ты приедешь, и раз ты умеешь настраивать рекламу, работать с рекламой, с аудиторией, да, там, привлекать инвестиции, можешь как раз вот заниматься этим стартапом. Ну и, собственно, мы принимаем решение с супругой и прилетаем в Сочи к вам. Почему к вам? Потому что тогда там я и познакомился с Максимом. Максим как раз тоже с другого города приехал и присоединился к этому стартапу. Ну и, собственно, дальше мой путь это примерно, наверное, 2 года. Я плотно занимаюсь этим стартапом. Вот, настраиваю рекламу, езжу на разные конференции, выставки, выступаю, привлекаю инвестиции. И как-то вокруг меня сложилась такая тусовка. Это и инвесторы, и разные стартаперы, разные изобретатели. Ну и мне очень понравилось на самом деле в этой тусовке быть. Вот. Ну и на какой-то момент я понимаю, что мне хочется дальше расти, потому что это все-таки, мне очень интересен этот проект, но это не мой стартап, да, хочется что-то свое делать. И на тот момент я принимаю решение создать свой фонд, потому что я знаю изобретателей, знаю стартапы, разбираюсь в крипте, разбираюсь понятие относительное, да, но все это время я тоже крипту не бросал, а постоянно интересовался, изучал, смотрел, мне это интересно было. То есть разбираюсь в этой области и умею привлекать инвестиции. И я подумал, а почему бы не сделать свой фонд и не начать от лица своего фонда инвестировать в стартапы, венчур, в крипту. Ну и, собственно, сделали мы этот фонд, пригласил я своего друга, партнера, который тоже учился в военном институте. Ну и, собственно, совместно мы начали этот фонд делать. Вот. Потом случился провал сильный на рынке. Вот. Но мы по фонду привлекли примерно $1 миллион в общей сложности. И мы, получается, открыли фонд прям вот на росте, когда альтсезон начался в 2019, да, по-моему. То есть активный рост рынка. И мы прям вот на самом пике открываем фонд, начинаем инвестиции привлекать. Ну и, собственно, мы успели немножко прокатиться на этой волне. Примерно половину инвестиций мы вернули обратно, хорошие проценты дали людям. Вот. А потом на рынке началось очень резкое падение. И я прям 2 недели сильного падения. И я за этим всем смотрел. Где-то мы выходили со сделок, где-то мы перезаходили со сделок, но не было понимания, что это будет, что мы это поймаем не первое дно, да, а что за этим последует второе дно, третье дно, четвертое дно, и мы уйдем просто в глубокую медвежку на 4 года, из которой до сих пор, на 3 года, из которой до сих пор выйти нормально не можем, рынок не может. Вот, и такое состояние было, что нужно, опять же, мне кардинально перетрансформироваться, да, я принимаю решение съездить в экспедицию на 2 недели, и мы уезжаем в экспедицию в горы, вот, чтобы как-то перезагрузиться и уже не эмоционально, а более взвешенно принять решение, да, после выхода. Ну и, собственно, когда мы спускаемся с гор, выходим на связь, объявляется мобилизация, вся эта история, геополитика, и просто все рынки падают, и крипта, то есть за 2 недели просто депозиты растаяли. Вот, рынок очень сильно упал. Ну и, соответственно, из этого пришлось дальше как-то выпутываться, и вот здесь начался, наверное, мой второй такой, или третий даже, третья предпринимательская ступень. То есть первая ступень это такой небольшой успех, да, потом долг минус 3 миллиона, потом я с этого долга вышел, потом опять успех, все активно развивалось, потом опять такая глубокая яма,
Вот. И потом делали разные проекты, в том числе в крипте делали, пытались разные стартапы делать. Потом какое-то время улетели в Эмираты, жили в Эмиратах, пытались там продолжить наш фонд делать, пытались криптоклуб создавать. Ну и в общем, что бы я ни делал, просто вот, ну как бы неудача за неудачей, неудача за неудачей. Потом, после Эмират, когда мы поняли, что все наши как бы ресурсы выжжены, все соки с нас как бы выжили, опять же появляется такой шанс ехать в Индию, опять как бы, ну появляется шанс ехать в Индию для того, чтобы продвигать, развивать стартап «Ветер», да, с которым мы до сих пор как бы дружим. Вот, и еще запускать образовательный продукт Академию стартап-эдвайзеров. Вот. И как бы с такой мыслью мы едем туда, в Индию, и начинаем заниматься этими проектами. Вот. Ну и в целом как бы с переменным успехом все это происходило. Вот. В Индии, опять же, произошли некоторые переосознания. И, собственно, запускаем мы проект Phoenix Garden по посадке в промышленном масштабе деревьев павловния. И немного позже появляется как бы проект Уральский Марс. Вот, идея как проект, и начинаю его запускать. Ну и третье, это с криптой также активно работаю. Вот, есть у меня депозит, мой личный депозит, клиентские депозиты. Ну, одно из моих тоже основных направлений, потому что опыт достаточно большой в этом направлении. И как бы весь тот опыт, который я прожил, да, начиная с 2017 года, когда я первый раз с криптой познакомился, по сегодняшний день я все это время как бы был в рынке, и ну как бы грех этим опытом дальше, да, не пользоваться, как бы, и не продолжать то дело, которое у меня было изначально. Вот. Но основной упор, как на фундаментальный проект, это Уральский Марс, о котором мы поговорим. Наверное, долго, да, я себе рассказывал. Отлично. Вторая часть вопроса, на которую ты не ответил. Откуда тебе пришла такая идея создать именно космический глэмпинг? Откуда идея пришла? Вообще, эта идея вынашивалась достаточно давно. У меня есть еще такой некоммерческий проект Ancestral. Это, мы ездим в разные экспедиции, когда денег было нормально, мы сами спонсировали экспедиции, сами организовывали полностью за свой счет. Сейчас как бы я либо присоединяюсь к чужим экспедициям, либо просто совместными усилиями мы их организуем. И это связано, как бы с туризмом, да, с туристской деятельностью. И мне всегда как бы внутри хотелось создать какой-то проект, связанный с туризмом и еще связанный с наукой. И вот получилось так, что я начал думать в направлении, а что бы сделать такое, что было бы на стыке и туризма, и науки. И, соответственно, вынашивал я это, наверное, года два, месяца 2-3 эту идею. И мне нравилась идея с глэмпингами, просто как глэмпинги, да, я рассматривал. Я в Эмиратах в некоторых глэмпингах был, в Индии в некоторых глэмпингах был, и мне такой вид отдыха, он по душе, да, потому что глэмпинг это где комфорт, да, создаются комфортные условия, но ты максимально себя чувствуешь, как будто ты на природе находишься. Вот, и я как бы взял за основу глэмпинг, и исходя из моего опыта работы со стартапами, с научными какими-то проектами, с технологичными проектами, я вот взял за основу науку. Ну и, собственно, объединил эти две идеи, и получился такой проект, как глэмпинг. Даже вот, наверное, так, научно-популярный туристический проект. Ну, а, собственно, более углубляться, это глэмпинг-обсерватория. То есть глэмпинг, туризм, связанный с астрономией. Да, вот такой длительный путь, более 7 лет предпринимательства, различные проекты, попытки. Что ты можешь подчеркнуть как самый большой успех из того, что ты делал, и самое большое падение из того, что у тебя было? Ну да, я об этом частично рассказал. Самое большое падение, это, наверное, когда произошло падение фонда инвестиционного. И
Честно скажу, да, я как бы до сих пор не оправился после этого падения, и есть определенные обязательства, вот, но как бы я вообще всегда позитивно смотрю на на все, что происходит, и в целом всегда позитивно ко всему отношусь, поэтому я точно знаю, как бы, что ну, все будет так, как планируется. У меня был уже опыт выходить так скажем, с глубокой ямы, да, и тогда мне казалось, что минус 3 миллиона это примерно, ну, как бы по отношению, как на сегодняшний день там ситуация, да, там по старому фонду, то есть старое обязательство. Поэтому там вышел и здесь выйду, это не проблема. Вот, а самое, как ты сказал? Самый большой взлет. Самый большой взлет, он также в фонде произошел. Потому что когда мы зашли, рынок, ну, просто фантастически рос, да, и бывало такое, что просто за день там плюс 50%, на следующий день плюс 50%, на следующий день плюс 50%. И много было денег заработано. Соответственно, тогда я там и первую машину мечты своей купил. Вот, и много инвестиций сделал в разные стартапы, как лично от себя, да, ну, не от лица фонда, а от лица частного инвестора. Вот, ну и на сегодня я до сих пор с этими инвестициями живу, потому что у меня есть много инвестиций в разные стартапы, но какая-то часть из них заскамилась, какая-то, ну, просто был откровенный скам, да, какая-то часть, ну, просто так сложилась, что, ну, не получилось у ребят, и как бы я здесь никого не виню. А какая-то часть до сих пор продолжает свою деятельность, и, возможно, что-то из этого получится хорошее. Друзья, если вам скучно живется, открывайте фонд в крипте. Это прямо американские горги. На самом деле я никому не посоветую. Это очень сложный путь. Когда ты впервые в жизни посетил локацию Уральского Марса? Вообще про Уральский Марс я узнал немножко ранее, чем этот проект. Как-то на выходных я своему брату говорю, поехали куда-нибудь, ну, съездим, мини-путешествие сделаем. Мне, говорю, контент нужно снять для моего YouTube-канала по экспедициям. Ну и в целом по Уралу я как-то мало всегда путешествовал, всегда где-то другая страна, другой регион, а вот по Уралу мало. И мне брат говорит, вот есть такая локация Уральский Марс, да, типа поехали туда. Я говорю, а что там? Он говорит, ну вот, типа смотри фотографии, я смотрю. Ну да, интересно, классно, действительно внеземные пейзажи, ты как будто находишься в другом месте, ну, на другой планете. Но я говорю, ну, Арсений, ну а что мы там делать будем? Мне типа вот может быть, ну, хочется что-нибудь, ну, поисследовать, поизучать, там, с металлоискателем походить, может быть, в пещеру какую-нибудь спуститься, да, там, может быть, подводным дроном где-то поплавать. Я говорю, что-то такое надо. Он говорит, ну, вот есть, типа, еще Малебка, аномальная зона. Типа, поехали туда. Я говорю, вот это, типа, интересно, поехали туда. И как-то я не придал значению Уральскому Марсу, и это забылось. Вот, а когда мы начали делать проект, уже упаковывать Уральский Марс, вообще изначально мы, не Уральский Марс, а потом он Уральский Марс стал. Изначально мы хотели глэмпинг-обсерваторию делать в Татарстане, потому что я сейчас живу в Казани, мне очень нравится город, вот, очень там комфортно. И я думаю, что проект надо делать там. Мы начали искать земельные участки, локации и, собственно, нашли хороший участок возле реки. Вот, по цене, ну, неплохой цене, и уже хотели покупать этот земельный участок, но что-то внутренне все равно складывалось так, что, ну, не то, да, то есть концепция интересная, уникальная, архитектуру, дизайн, который мы хотим сделать, уникальный, а локация как бы будет обычная, да, что-то не сходилось. И мне наш архитектор, дизайнер Руслан скидывает топ-5 типа мест, похожих на внеземные пейзажи. Я говорю, слушай, да я знаю про эти места, я как бы читал, смотрел, но у меня в голове я как-то не допускал мысль, что мы будем делать что-то вот на одном из этих мест. Ну вот как-то не было такого. А потом, когда Руслан еще раз подсветил, типа, да ты посмотри, может быть что-то подобное найти, да, и может быть что-то подобное в Татарстане есть. И у меня как-то так щелкает, типа, а почему бы нет? А почему бы реально не выбрать одну из этих локаций и начать прорабатывать? И я начинаю изучать эти топ-5 мест. И одно из мест, Уральский Марс,
Свердловская область, там, откуда я родом, и, по крайней мере, есть понимание, кому идти, да, то есть это бывший заброшенный карьер, следовательно, либо идти к директору завода, либо идти к мэру, да, города. Вот, а другие локации это, ну, знаешь, какие-то заповедники, там, удаленные места, как бы непонятно, кому идти. Ну и я понимаю, что это то место, надо ехать его смотреть. Я буквально там на следующий день беру билеты, прилетаю на Уральский Марс и понимаю, что это, ну, это лучшее, что можно вообще как бы выбрать под нашу концепцию. И действительно ты себя чувствуешь там, что ты находишься, ну, просто на другой планете. А когда еще смотришь это все через призму фотографий, фото-видео, ты понимаешь, что, ну, как будто это какие-то снимки из фильма там «Дюна», не знаю, «Марсианин», что-то в этом роде. То есть, ну, это уникальная локация, действительно. Ты как-то вообще ранее интересовался космосом или почему в обсерватории? Ну, прям вот я не скажу, что я интересовался космосом в плане науки. Да, то есть прям, ну, в научную деятельность погружался, нет. Но мне всегда интересовала научная фантастика. Я любил с детства научную фантастику. Вот. И поэтому мне это очень близко было. Также я читал много разных, ну, книг из научной фантастики. Да, там «Братья Стругацкие», один из любимых авторов. Вот, а прям вот подход более такой серьезный, да, научный, он у меня начался, наверное, после института. Ну, вкратце расскажу. В общем, у меня есть такая модель развития себя, своего персонажа. Это я взял за основу в игры. Наш возраст весь в игры, наверное, играл. Ну, в общем, в играх есть такая тема, когда ты развиваешь своего персонажа, да, прокачиваешь, у него есть ветка развития, типа. То есть, допустим, я хочу там прокачивать, не знаю, там силу, хочу прокачивать там способность, скрытность, и бах, такая ветка новая открывается, да, там, и ты типа пошел прокачивать там способность ветки. Вот, и я создал такую же для себя таблицу, выписал вообще все области, которые мне интересны в жизни, и получилось так, что наука меня интересовала, я выписал там топ-30 научных направлений. Я прям беру каждый раз в 2 месяца, выбираю, так, сегодня буду изучать там биологию, да, там, например, 2 месяца. И 2 месяца я в свободное время там погружаюсь, изучаю биологию, например. И вот одно из направлений было астрономия. Я также погрузился в это направление, изучал. И по итогу, когда 2 месяца проходит, я думаю для себя, типа, интересно ли мне дальше погружаться в эту тематику или нет. Если не интересно, я просто как бы на этом останавливаюсь, ну, типа, убираю вот это все, типа, это неинтересно, скучно. А то, что интересно, я как переношу на следующую ступень. И получается, те ступени, которые у меня соберутся, я потом дальше на вторую ступень как перехожу и начинаю еще более углубленно в эту тематику развиваться. Ну и, собственно, астрономия это, как оказалось, одно из направлений, которое мне стало интересно. А как тебе вообще пришла идея объединить глампинг с наукой? Это у тебя четкий план или как-то случайно? Ну вот я об этом уже вкратце, опять же, говорил, что исходя из моей автобиографии, да, так скажем, я достаточно долго провел с изобретателями, со стартапами, с инвесторами, кто любит инвестировать в стартапы. И как бы вот эта вот тематика науки мне была близка и интересна. Ну и вторая тематика, которая меня всегда интересовала, это путешествия, экспедиции, туризм, да, то есть в этой области. И, как я и говорил ранее, за основу взял глэмпинг. Ну и, собственно, еще немного подумав, повынашивая эту мысль, в течение 2-3 месяцев у меня пришла идея объединить глэмпинг с наукой и родить такое, как бы, ну, это направление есть, но развиваться в такое направление, как научно-популярный туризм. Расскажи, пожалуйста, немножко о команде. Почему ты выбрал этих ребят, как вам удалось объединиться? Ну вот по поводу команды, на самом деле мне не приходилось кого-то искать и убеждать, а все пришло само. Я вот почувствовал, когда ты занимаешься тем делом, которое действительно твое, да, но интересно, то тебе как бы все легко дается и все двери открываются. И, собственно, после ряда вот таких вот неудач, да, падений,
когда я понял, что все те проекты, стартапы, которые, ну, мелкие мы пытались там с командой запускать, да, делать, это не мое, это не лежит в моей душе, это неинтересно. А когда я вошел в сферу того, что мне действительно интересно, чего меня драйвит, и то, что сидит как бы во мне с детства, то все очень быстро начало развиваться, да, и как-то все легко дается вот сейчас на данном этапе. Ну и, собственно, мысль я уже потерял. Откуда команда, да, откуда команда. Когда я был в стартапе «Ветер», там был очень талантливый, ну, как на мой взгляд, очень талантливый архитектор, дизайнер молодой, да, потому что он тогда тоже только закончил институт, можно сказать, и пришел в этот стартап работать с таким нестандартным мышлением, с нестандартным подходом. Ну и мы с Русланом начали, с архитектором, дружить. Ну и когда я уже ушел делать там свои проекты, мы на протяжении всего этого времени оставались друзьями, общались, обсуждали разные идеи, разные мысли, стартапы, ну и как бы так. А второй человек тоже из проекта «Ветер», вот, это Александр, он приехал в этот стартап работать в макетную мастерскую, делали макеты, вот. Ну, такой талантливый парень, всю жизнь работает руками, создает всякие инсталляции, скульптуры, что-то строит, варит, изобретает. Ну, то есть вот прям золотые руки, и делает все, что захочешь, может осуществить, да, руками. Ну и, собственно, когда я вынашивал мысль глэмпинга обсерватория, получилось так, что я выложил сторис, типа, ребят, у кого свой стартап, кто хочет запустить стартап, я готов, ну, проконсультировать, помочь. И мне пишет Саша, а с Сашей я давно не общался, ну, крайний раз, когда вот мы в стартапе «Ветер» были, пишет Саша, у меня есть две идеи. Да, я хочу, первая идея это сделать катки, ну, катки дорожные, да, вот вижу проблему, что их мало у нас в России, есть спрос на это. А второе, я хочу глэмпинг запустить, ну, типа глэмпинг сделать. Я говорю, слушай, Саш, у меня тоже идея есть глэмпинг запустить, давай объединимся, потому что я умею работать с инвестициями, с финансами, финмодель делать, управлять, упаковывать, операционной деятельностью заниматься, а ты как раз давай будешь, как бы, ну, непосредственно сами домики делать, да, об этом мы, наверное, поговорим попозже. Вот ты парень рукастый и можешь возглавить собственный цех производства таких вот капсульных домов. И, собственно, мы вот объединились с Сашей. Ну а по поводу архитектора, дизайнера я просто сразу написал Руслану, говорю, Руслан, вот такой проект хочу делать, хочу тебя в нем видеть. Ну и мы как-то в течение пару часов очень быстро договорились и поняли друг друга. И вот так вот появился основной костяк команды. Вот, ну, если говорить про основную команду. Да. Какая была реакция людей, когда ты впервые начал рассказывать о космическом глампинге на Уральском Марсе? Были ли кто-то, что вообще посчитали, что ты сумасшедший? Ну, здесь, знаешь, ну, на самом деле, когда я кому-то рассказывал, да, вот просто у меня такое окружение сформировалось, что это, ну, люди достаточно, ну, продвинутые, умные, да, они, как это правильно-то, вот, ну, в общем, из них все мое окружение, они допускают вообще любые идеи, как бы, да, типа, если кто-то скажет, я завтра собираюсь там, не знаю, ракету строить, все только пожелают удачи и скажут, да, классно, типа, чем можем, мы тебя поддержим. Как бы вот такое окружение. Поэтому, естественно, когда я придумал эту идею и начал, ну, рассказывать своему близкому кругу, все только вообще как бы говорили, вау, это круто, это интересно, чем помочь, как бы, как поучаствовать и так далее. И когда начал рассказывать идею, я не хотел привлекать инвестиции через краудинвестинг, вот, но так получилось, что работая со стартапами в свое время и работая с краудинвестингом, ну, модель такая привлечения инвестиций, у меня сложилась большая база микроинвесторов с разных стран, лидеры разных комьюнити. И когда я начал выкладывать в социальные сети, что хочу запустить такой-то стартап,
мне начинают эти иностранные лидеры писать в личку, типа, вау, классно, когда запуск, мы хотим участвовать. Я говорю, типа, ребят, я не буду запускать краудинвестинг, эта сумма небольшая, нужно привлечь на Уральский Марс, да, там 57 миллионов рублей. Я как бы собираюсь это сделать, ну, таким традиционным как бы методом. Они, нет, давай запускай, мы будем участвовать, давай запускай, мы будем качать. И я подумал, а почему бы нет, почему бы не запустить и сделать не только Уральский Марс, да, глэмпинг обсерваторию, а еще начать научно-популярные глэмпинги делать. И тогда как бы принял решение запустить краудинвестинг. Но это все к тому, что к обратной связи какая была. Но другая сторона медали. В общем, как-то она узнала местные СМИ в Екатеринбурге и подхватила эту идею, и опубликовали о нас новость. Вот. Ну и мне же интересно там, что пишут как бы люди в комментариях. Ну то есть эта новость, это местные СМИ достаточно большое в Свердловской области, и если они что-то публикуют, то как бы, ну, миллионы людей, наверное, я бы даже сказал, ну, пусть не миллионы, сотни тысяч людей точно об эту новость увидят, узнают. Вот. И у них также социальные сети разные, там ВКонтакте, паблики и так далее. И они публиковали, я начинаю в комментариях смотреть то, что пишет. Ну и, конечно же, там достаточно большая порция хейта была, потому что кто-то пишет, ну вот, все, теперь Марс наш колонизировали, теперь туда поехать нельзя, везде забор поставят. Либо, да кому этот Марс нужен, там вообще радиация, там нельзя даже находиться, типа радиационное место. Кто-то пишет, ну все, теперь построят, возьмут кучу, типа будут брать много денег ну, как бы за проживание. Кто-то говорит, сейчас он деньги соберет и свалит в другую страну. Ну, короче, вот такой вот хейт. Да. И на самом деле, когда ты уже ну, зрелый вообще человек, в принципе зрелый человек, то ты на этот хейт как бы, ну, просто, ну, как не то, что с удовольствием, а ну, с улыбкой. Ну, с улыбкой, первоклассники да, пишут. относишься, да, и как бы понимаешь, что, ну, интересно почитать, что у людей в головах. Иногда, конечно, бывает, задаешься такими психологическими вопросами, типа, а что вот, ну, что побуждает человека просто написать этот комментарий, типа, что у него в жизни, да, сложилось не так, что вот он как бы такое пишет. Потому что, ну, чаще всего негативные комментарии пишут те, кто, ну, просто нужно пожелать им удачи и, так скажем, сожалеть, да, что вот так вот у человека складывается. Вот так. Расскажи немножко больше, какую эксклюзивность ты видишь в самих капсулах, может что-то будет, обсерватории, да, какие там могут быть телескопы, что человек может увидеть просто невооруженным взглядом, что в телескоп, какие программы, немножко раскрой эту тематику. Ну, достаточно большой у тебя вопрос. Так как у нас концепция новая, да, и мы хотим создать такое прям вот футуристическое место, соответственно, когда мы начали выбирать, а что есть на рынке, когда я начал изучать вообще рынок глэмпингов, смотреть, какие проекты есть, кто какие домики строит капсульные, что там в Китае сейчас модного делают, да, вот эти капсульные домики. И я понял, что ничего того, что есть на рынке сегодня, нас не устраивает. И мы поняли, что нам нужно делать кастомное решение, свои какие-то модули разрабатывать. И чтобы это было максимально похоже на какой-то такой, знаете, космический корабль. Вот. Ну и, собственно, совместно втроем мы разработали такую вот космическую капсулу. Прикрепим здесь, вам покажем. Вот. Космическая капсула, прям как кабина космического корабля и с всем оборудованным для комфортного проживания местом. Вот. Но это про архитектуру, да, то есть у нас такая футуристическая архитектура. Также на территории будет большой геодезический купол, вот, тоже будет таких нестандартных форм, и там будет стоять как бы такой большой центральный телескоп. И также в каждом модульном домике также будет стоять свой частный телескоп, немножко по масштабам, по мощности поменьше, чем в центральном куполе, но тем не менее тоже хорошие телескопы. Вот. Ну и, собственно, хотим создать такую инфраструктуру, что человек, приходя туда, будет чувствовать себя, что он находится действительно в каком-то научно-популярном
фантастическом фильме, да, либо чувствовать себя на реальной базе какого-то Марса. Вот. Ну, что они там увидят? Во-первых, увидят нестандартную футуристическую иммерсивную архитектуру. Во-вторых, они увидят уникальную локацию, чего они никогда подобного не видели, да, в других местах. Третье, они смогут воспользоваться профессиональными хорошими телескопами под руководством гидов, астрономов, понаблюдать за интересными им объектами. Да, кто-то хочет на Марс посмотреть, кто-то на Луну хочет посмотреть, кто-то хочет на дальние миры, на дальние, так скажем, галактики, созвездия посмотреть. И, собственно, все это мы предоставим. Вот. И также ежегодно проходят много разных астрономических событий, и кто-то будет приезжать прямо вот за конкретным интересным событием, чтобы понаблюдать с профессионального телескопа. Вот. Ну и мы там придумываем много разного интерактива, будут у нас VR-комнаты, чтобы люди могли еще путешествовать по космосу, как будто они находятся в кабине космического корабля и могут путешествовать по всяким галактикам, планетам, и все это в такой как бы формате лекции, да, обучения и путешествия. Вот. Также создадим трекинговую тропу, которая будет проходить вокруг Уральского Марса со всякими инсталляциями, фотозонами. То есть это еще активный как бы образ жизни. Вот, а не просто сидеть в капсуле, смотреть. Ну, еще и можно выходить, разминаться и делать хорошую прогулку. Где-то на 3 километра, где-то на 10. Марс большой. Здорово, мне очень нравится, уже хочется к вам. Сейчас немножко поговорим о цифрах, о бизнес-модели, ряд вопросов. IPR 83%, это достаточно такой высокий показатель. Что туда заложено, откуда эти цифры? Ну вот вообще, кому интересно, да, у нас есть развернутая финансовая модель, она открытая, мы совершенно всем отправляем, кто запрашивает. И я как бы внутренне догадывался, что в направлении глэмпинга, да, достаточно интересная математика. Логика строилась из следующего. Вот, чтобы построить отель, да, нужно там сотни миллионов рублей, да, там, а то как бы и миллиарды рублей, если большой хороший отель построить. А проживание, да, если мы, допустим, построили 5-звездочный отель, то проживание там, пусть 15, 20, 30 тысяч рублей в этом 5-звездочном отеле. Вот. И получается, что срок окупаемости у такого отельного бизнеса, он достаточно длинный, это более 5 лет, в лучшем случае, да, 5 лет. А в глэмпинге, что уникального, это чтобы построить глэмпинг, тебе нужно не сотни миллионов, тебе нужно 50, 60, 70 миллионов, да, рублей. Но прикол в том, что стоимость проживания как будто в 5-звездочном отеле. Да, то есть в глэмпинге берут по 15, по 20, по 30 тысяч рублей. И, соответственно, вложения у тебя минимальные, а домики ты сдаешь так же, как в 5-звездочном отеле, и, соответственно, срок окупаемости у тебя просто в 2-3 раза меньше становится. Вот. И когда мы сели, просчитали бизнес-модель, финансовый план весь, то я, честно сказать, сам был удивлен вот таким вот цифрам. Но, конечно же, туда были заложены другие источники дохода. Это как фудтрак, доход с фудтрака. И доход не просто с тех, кто живет в глэмпинге, а на Уральском Марсе уже достаточно большой туристический поток. И, соответственно, поставив 1-2 точки фудтрака, да, уже как бы можно принимать много гостей и неплохо зарабатывать. А вообще в отельном бизнесе, в глэмпинге я знаю, что один из основных источников дохода даже не проживание, не номерной фонд, а как раз таки рестораны. Вот, поэтому это один из больших источников дохода. Плюс сдача разных доп. Услуг, соответственно, там, например, сделать фотографию какого-нибудь созвездия, да, там, то есть ты можешь с телескопа наблюдать за чем-то, что тебе понравилось, ты можешь сделать фотографию, да, и потом ее купить. Потом третье это проживание, четвертое это билеты на разные мероприятия, такие как, например, будем приглашать космонавтов, ученых, вот, и какая-то плюс ивентная часть, да, кто-то захочет, например, там в стиле
не знаю, там, «Звездные войны» провести свадьбу свою, да, то есть такая тоже экономика заложена, плюс организация каких-то фестивалей, ну и, соответственно, все эти источники дохода, которые мы планируем реализовать, они выводят вот такие вот интересные цифры. Но опять же, это, ну, как бы, кто хочет углубиться, да, есть полноценная финансовая модель, мы открыты, всегда всем скидываем ее. А кто ваша целевая аудитория? Кто готов платить такие деньги за глэмпинг? Ну, у нас достаточно большая целевая аудитория, я бы сказал, на самом деле. Вот. Но первая, наверное, одна из основных, это любители научной фантастики. Вот. Таких людей, нас таких много. Вот. И людей, которые любят читать научную фантастику, смотреть фильмы научной фантастики, играть в научную фантастику, да, там, в игры и так далее. И такая аудитория, она очень большая. Вот. Поэтому вот всю эту аудиторию мы будем принимать у себя, и они будут ехать на это уникальное место. Также это семьи с детьми. И я думаю, что сейчас все больше, как бы, ну, хотелось бы верить, все больше осознанных семей, родителей, да, которые хотят вкладывать в развитие своих детей, и чтобы они не просто как бы время бесполезно проводили, а когда поехали на какой-то отдых, еще что-то открывать для них, да, показывать. Ну и, соответственно, глэмпинг, обсерватория — это та вещь, где дети приедут, проникнутся космосом, проникнутся астрономией, и, возможно, кто-то из этих детей станет новым Гагариным, новым Циолковским, как бы новым Королевым. Вот. Поэтому мы в это верим и хотим делать такое место, чтобы это так действительно влияло сильно на детей. Вот. Это вторая целевая аудитория. Третья целевая аудитория — это прям те люди, которые интересуются астрономией, астрономы-любители. Да. Четвертая аудитория — это фрилансеры. И на самом деле таких мест, вот, которые мы делаем, да, сейчас, их ну, практически нет в России. И, соответственно, нам очень легко выделяться и перетягивать на себя свою целевую аудиторию, которая конкретно наша. Да? А если мы возьмем вот даже ту аудиторию, которую я перечислил, возьмем объем этой целевой аудитории в России, то получается достаточно, ну, большая аудитория. Загрузка, я думаю, вот мы опять же просчитывали все. Разные модели применяли, искусственный интеллект применяли, анализировали, изучали. И у нас загрузка в среднем получается 75-80%. Это достаточно, ну, выше среднего показателя для глэмпингов. Ну да, насколько я знаю, там достаточно хороший туристический поток. Да, и самое главное, да, ничего просто. Самое главное, там уже большой туристический поток есть. Ты правильно подметил. Да. Какая стоимость будет проживания, ну, если там человек с девушкой или с женой, с ребенком приехал? Вот, на данный момент. Да, на данный момент мы думаем сделать в районе 15-20 тысяч. Это при условии в обычный день, когда не происходит никакого астрономического, ну, мероприятия, да, так скажем. Например, если происходит, там, не знаю, завтра метеоритный поток, то, соответственно, эта цена может, ну, x2, да, как бы варьироваться. Ну, то есть разброс от 15 там, до 30 тысяч в такие ну, и события. По спросу. Да, по спросу. Вот. И когда я такой ценник установил, то есть вся наша бизнес-модель, она просчитана с учетом на 15-20 тысяч, то, что мы сдаем. Но сейчас у меня уже как бы закладывается мысль, а может быть надо гораздо больше поднимать. Почему? Потому что когда изучаешь этот рынок, да, когда сам ездишь в глэмпинге, то понимаешь, что ну, как бы даже сейчас в обычных глэмпингах они все сдают домики за 15-20 тысяч. И ты понимаешь, что мы со своим уникальным проектом, с уникальной концепцией, с уникальной локацией, инфраструктурой, то мы как бы смело можем гораздо больше брать, чем среднестатистический глэмпинг. И, наверное, последняя моя точка была, это когда у нас возле города Серова есть такой небольшой как бы городок Ляля, город, поселок городского типа, я бы так даже, наверное, назвал. Там недавно сделали глэмпинг, открыли новый глэмпинг. И у меня родители у жены поехали туда отдыхать. Я у Леры спрашиваю, сколько стоит проживание? Она говорит, 15 тысяч. И у меня тут как бы, ну, прям это была моя жирная точка поставлена, что где-то вообще там далеко от города-миллионника, среди
небольшого количества населения среди маленьких городков, где средний чек проживания у людей выше, чем, ну, как бы в городах-миллионниках, открывается глэмпинг, у них высокая загрузка, и они сдают по 15-20 тысяч домики. И я здесь понимаю, что мы можем смело ставить выше ценник. Вот как-то так. Сколько нужно инвестиций для первого этапа, чтобы запустить первые там 10 капсул, обсерваторий? И на что пойдут эти средства? Да, необходима сумма 57 миллионов рублей. Из них мы уже привлекли какую-то часть. Да. Это с расчетом на 10 капсульных домиков, большой 1 геодезический купол и как бы со всей необходимой инфраструктурой. Вот. Ну, наверное, ответил. 57 миллионов. Да. А на что расходованы будут? Вот насчет расходов у нас 80% всех привлеченных денег, они пойдут на физическое имущество, на инвентарь, на создание капсульных домиков. То есть ну, все, что можно потрогать, ощутить. Да. Ну, для меня это важно, потому что я долгое время занимался как бы онлайн-бизнесом, да, и сейчас, наоборот, я резко поменял свое отношение, и мне важно сделать именно такую, ну, фундаментальную историю, чтобы все деньги были действительно в том, в чем можно как бы потрогать. Расскажи вкратце про ОСИ, про Росконгресс. Как это произошло и что это дает проекту? Ну, вообще, ОСИ — это агентство стратегических инициатив, такая у нас как бы государственная, я бы даже сказал, организация. Росконгресс — это тоже фонд государственный, у них и фонд свой есть, и они форумы полугосударственные, государственные делают. Вот. И как-то мне вышла реклама, просто проводится форум «Сильные идеи для нового времени». Я подумал, моя сильная идея, почему бы туда не подать? Вот. Ну и просто я вообще совершенно ни на что не рассчитывал. Я просто подал свою идею, да, и потом, спустя там, до начала мероприятия, смотрю, мне начинают лайки ставить. А там есть платформа, куда ты подаешь, как социальная сеть. Там можно комментировать, можно лайки ставить, можно эксперты свое мнение могут высказывать, ну, эксперты агентства стратегических инициатив и Росконгресса. Я смотрю, мне лайки ставят. Мне потом дают такой значок, типа признание аудитории, ну как-то так называется. Потом смотрю, первый эксперт оставляет комментарий, типа вау, это вообще классный проект, типа давайте, ребят, делайте. Потом второй комментарий, третий комментарий. Ну и в конечном итоге я так понимаю, что у меня даже есть какие-то шансы войти в топ-1000, да, хотя бы там. Вот. А в этом году подавалось, я могу сейчас ошибиться, по-моему, порядка 10 тысяч идей разных. 15 тысяч разных идей, проектов туда подавались. Вот, ну я думаю, что среди 15 тысяч войти в 1000 это будет просто, вообще очень круто. И я начинаю туда еще файлы догружать. Ну, у нас развивается концепция, появляются новые презентации, я еще туда загружаю. Вот. И потом приходит на почту сообщение, что предварительно вы вошли в топ-1000 и были приглашены на форум. Вот, я думаю, ничего себе, вау, вообще классно, что нас отметили. Потом я приезжаю на форум, и там начинается борьба за топ-300, за топ-100. Вот, и я думаю, как бы побороться, там, дальше войти, да, а мне, все, что мог, я уже сделал, я не могу больше ни на что повлиять, да, и проходит первый день форума, ничего, проходит второй день форума, я думаю, все, мы вошли в топ-1000, но это уже серьезный показатель, я уже везде там в социальных сетях поделился, типа, вот какие результаты. И уже после форума, когда я уезжаю с форума, мне приходит уведомление: поздравляю вас, вы вошли в топ-300. И для меня это было типа вау, вообще это, я считаю, что это серьезное достижение, потому что 15 тысяч все-таки проектов, идей было
туда подавались, и чтобы вы понимали, туда подавались проекты разных крупных компаний. То есть, ну, туда вообще все могли податься, да, там и были большие корпорации, которые свои проекты подавали, свои идеи, и заканчивая как бы простым деревенским парнем, у которого тоже какая-то идея появилась, он тоже решил подать. И вот таких нас собралось 15 тысяч, и, соответственно, конкурировать с тем же, там, не знаю, Газпромом, ну, наверное, сложно, да, то есть у них ресурсы, у них все проработка, у них там огромный, так скажем, круглый стол специалистов, наверное, у них крутые идеи, которые займут как бы первые места и войдут там в топ-300, в топ-100, в топ-1000. Но в конечном итоге мы входим в топ-300, и после этого начинается очень много мне писать со СМИ, типа дайте СМИ, дайте интервью, ну дайте СМИ, я заговорился, дайте интервью, прокомментируйте свой проект, потом начинают какие-то некоммерческие организации писать, инвесторы писать, инвестиционные клубы писать, интересоваться, полугосударственные организации писать, ну и соответственно это прям вот такой подъем был интереса к нам, как к проекту. Вот, и многие потом отвалились, ну, как-то быстро загорелись, да, как это чаще бывает, и отвалились. А с некоторыми мы начинаем сейчас прорабатывать наш дальнейший план сотрудничества, план инвестирования в проект, план поддержки. Вот, ну, собственно, так. Ну, а, собственно, что мы получаем, это получили большое признание, получили заслугу, получили за счет этого в том числе некоторые инвестиции. Вот, и сильную поддержку от уже местных государственных органов. То есть нас с Москвы, как проект, который вошел в топ-300, нас сразу опустили в регион, где этот проект реализуется, и нас местные как бы власти, органы начинают поддерживать, чтобы этот проект реализовался. А как ты планируешь масштабирование проекта? Масштабирование проекта я планирую, вот изначально я говорил, что хочу сделать глэмпинг обсерватория, да, а потом, когда меня большое количество людей, кто из краудинвестинга поддержало, мол, давай запускай краудинвестинг, я понял, что, ну, как бы для краудинвестинга все равно 50 миллионов, это, ты вот знаешь, да, не такая большая сумма. Есть проекты, которые привлекают по 10, 20, 400 миллионов долларов, да, как бы это суммы фантастически не казались, но есть такие проекты, которые через краудинвестинг такие суммы привлекли. И я думаю, что, ну, 50 рублей это совершенно небольшие деньги, поэтому надо сделать хотя бы 3 проекта через краудинвестинг реализовать. Ну и, соответственно, начинают рождаться другие проекты, ну, тоже связанные с глэмпингом и наукой. Вот. Ну а как масштабироваться еще дальше, это как-то у меня сразу в голову так пришло, это нужно делать через франшизу. Потому что я видел один кейс, и я честно не понимаю, ребят, вот если кто меня смотрит, почему многие проекты так не делают. У кого есть аудитория, у кого есть понимание, как работать с маркетингом, кто знаком с краудинвестингом, почему не запускают через франшизу. То есть, когда есть большая армия поклонников, да, инвесторов, микроинвесторов, можно очень быстро дальше масштабироваться через франшизу. И есть такой проект, это никакая не реклама, да, просто вот интересный кейс, который мне лично нравится. Это проект X100, Суши Маркет, по-моему, Суши Маркет, да, Суши Маркет. Вот, они начали развиваться также через краудинвестинг, привлекали, и там была также встроена реферальная система в этот проект, и они просто с одной точки за там, ну, несколько лет выросли до 200 франшиз, ну, до 200 точек по России и СНГ. Ну, то есть это очень быстрый рост за счет как бы большого комьюнити. И я понял, что имея здесь за спиной также большое комьюнити, да, микроинвесторов, которые у нас есть, мы дальше можем упаковаться и очень быстро расти через франшизу. То есть все же наше комьюнити, она сейчас помогает нам привлечь инвестиции. А дальше, когда мы реализуем проект, упакуем, она будет нам помогать продавать франшизы и зарабатывать с нами еще больше денег. Да, полностью согласен. Какие основные риски ты видишь в этом проекте? Что может пойти не так и как вы к этому готовитесь? Ну, здесь нет, понятно, меня жизнь научила, что риски есть всегда, да, и
они есть всегда, о них нужно всегда говорить. Вот, никто не застрахован от форс-мажорных ситуаций. Если вам где-то кто-то говорит, типа, да нет, это инвестиция, здесь рисков нет, типа, ну просто лучше уходите от таких предложений. Потому что люди либо неопытные, либо заведомо изначально лгут, да, так скажем. Вот, риски есть всегда, но здесь какие риски могут быть? Нам могут не дать локацию. Да? Вот по каким-то причинам, например, через какое-то время скажут, ребят, мы здесь возобновляем добычу, да, например. Для нас какие это риски? Для нас риски это придется просто как космическая база свернуться, а для нас это будет сделать легко, и просто переехать на другое место, выбрать другую, также уникальную локацию. Вот, такие есть риски. Есть, конечно же, риски, которые от нас не зависят, да, это геополитические риски. То есть здесь я даже не берусь говорить, что может случиться, но сейчас видите, какой нестабильный мир, случиться может все что угодно. Какие-то катаклизмы, да, серьезные там. От этого тоже никто не застрахован. Вот. Ну, такие могут еще риски быть. Риски могут быть, что пока что все идет очень позитивно. Ну, например, мы не привлекли нужную сумму инвестиций к обозначенным срокам, да, согласно нашей дорожной карты. Вот. Но это говорит о том, что просто значит мы реализуемся не через год, да, а через 1,5 года, например. Вот можно ли это рисками назвать, я не знаю. Ну вот, честно, мне бы от тебя больше хотелось услышать, какие ты можешь сказать, вот, а такой вот у вас риск присутствует, а у вас здесь вот, и вдруг, если так случится, что вы будете делать? Но тогда я, может, более конкретно если вы не отвечу. будете получать должного финансирования, что делать? Я бы сказал так, у нас запущен краудинвестинг. И у нас инвестиции поступают регулярно, ежедневно. Да? В какие-то периоды бывает меньше, в какие-то периоды бывает больше. И, соответственно, если мы опять же, не сможем получить к нужному времени нужный объем инвестиций, значит, это растянется на дольше, да, там, в течение полгода, да, закроем нужную сумму. Вот это как бы первый момент. Второй момент, мы также параллельно работаем, ищем крупных инвесторов, да, которые могут сразу зайти, например, на полную сумму под глэмпинг. Вот. Также сейчас с ростом, становлением, точнее, нашего проекта, как я говорил, что мы вошли в агентство стратегических инициатив, да, в топ-300, для нас, как бы своего рода открываются двери к разным грантам, субсидиям. То есть, пойдем по этому пути, да, будем получать гранты. Ну, то есть я в любом случае убежден, что деньги я найду, потому что всегда находил на нужные мне проекты, идеи, цели, задачи. И просто где-то это может быть дольше, где-то это может быстрее, но обязательно найдем и реализуем. Как ты видишь развитие такого гражданского научного туризма через 5-10 лет? Будет ли набирать это обороты и станет ли каким-то массовым явлением? Я бы очень хотел, чтобы у нас научно-популярный туризм развивался, потому что я вот тот человек, который прям горю идеями, мыслями, развития цивилизации, да, мне хочется, чтобы мы уже как бы бороздили космос, да, хотя бы нашу ближайшую Солнечную систему, строили базы на Луне, колонизировали Марс, спускались безопасно в Марианскую впадину и уже ее изучали, да, то есть вот мне бы это хотелось. А как это делать, точнее, как к этому прийти может человечество, это только через трансформацию, когда наше подрастающее поколение, оно вот как бы не смотрело на наши те старые убеждения, да, непонятные, какие-то войны, что-то делить, что-то воевать. Пора бы, я считаю, миру объединиться, да, и уже как бы осваивать космос, а не здесь, на Земле, топтаться и делить что-то между друг другом. Вот, поэтому я как бы делаю ставку на то, что вот мы с тобой, да, наше поколение, кому 30, да, там 40, 25, вот понимая эти вещи, мы будем создавать проекты, которые будут направлены на популяризацию науки, на популяризацию мира во всем мире, да, на популяризацию освоения космоса, исследования, изучения.
Вот. А уже создав такие проекты, да, которые вот как Уральский Марс, например, Глэмпинг обсерватория, уже наше поколение, не наше поколение, последующее поколение будет как раз-таки той ступенью к масштабному росту, прогрессу. Вот. Но я к чему это все? Что я вижу? Я вижу, что ну вот у меня, ведь может быть сейчас так складывается окружение, что действительно много таких людей, которые об этом думают, да, как я думаю, и начинают строить проекты, которые так или иначе связаны с какими-то новыми интересными открытиями, с инновациями, с технологиями, с научно-популярным туризмом, научно-популярным направлением вообще в целом. И поэтому я вижу, на самом деле, Максим, что изменения идут в сторону того, что все больше появляется проектов, которые популяризируют науку. Вот. И поэтому я думаю, что с таким проектом... А вот, кстати, почему мы вошли в топ-300? Потому что одна из основных задач у нашего государства стоит популяризация науки, развитие научно-популярного туризма, развитие внутреннего туризма. И мы как бы здесь ну, в нужное время, в нужном месте, да, оказались. Да, вот, когда это актуально. Поэтому я думаю, что такие научно-популярные глэмпинги будут разрастаться. И я думаю, что через, как ты говоришь, 5-10 лет будет десятки научно-популярных глэмпингов у нас в России. И я думаю, что буду делать не только я, а вот когда мы создадим первый глэмпинг, увидят в этом интерес, актуальность, и кто-то начнет свои какие-то проекты, глэмпинги, да, там, связанные с наукой делать. Вот. Поэтому я думаю, что таких проектов будет много. Ну и сейчас, видя, как активно развиваются разные IT-парки, инновационные городки у нас в России, ну, прям я чувствую, идет подъем в эту сторону. Ну, ответил я, не знаю, это вопрос. Да, да. А планировали ли вы какие-то образовательные программы, работу с детьми, со школами? Да, обязательно планировали. Во-первых, у нас сразу в концепцию с самого начала было заложено то, что мы будем проводить различные лекции, приглашать гостей, космонавтов, ученых, астрономов, астрофизиков. Вот. И, соответственно, какие-то мероприятия будут на коммерческой основе платные, да, а какие-то мероприятия будут открытые для всех, а какие-то мероприятия будут конкретно только для детей. Вот. Также будем проводить разные фестивали. Вот, также делать где-то открытыми, где-то платными. Вот, и также будем делать какие-то дни, где, ну, такой день открытых дверей, да, так скажем, когда к нам привозят школьников с города, и мы все ходим, показываем, проводим лекции, и вечером совместно смотрим в телескопы. Да. Ну вот с Уральским Марсом прям понятно. Какие еще планируются проекты с научным направлением? Ну, имеется в виду, какие глэмпинги последующие, да, вот сейчас параллельно прорабатываем разные локации. Ну, то есть нам интересно, мы сейчас реально по России смотрим, а где какие уникальные локации есть, да, и где что можно применить, где какая бы концепция подошла. Вот, это первый момент. Второй момент, мне в последнее время вот я погрузился очень в микологию, это по изучению грибам, вот, и такая, казалось бы, специфическая тема, да, но микология сейчас тоже на подъеме, и сейчас очень много всяких лекарственных средств, БАДов в этой области делается, даже мебель начинают делать из мицелия. Вот, и мне эта тема интересна, и поэтому один из проектов я точно знаю, что будет связан глэмпинг-микология. Вот, и я даже знаю, с кем запартнериться. Вот, у меня вот прям в голове полная концепция вот, есть такого направления. Потом мне интересен дайвинг, интересное подводное исследование, подводная археология. И один из глэмпингов мы хотим сделать, возможно, даже он будет под водой у нас. Это такой, как бы, пока амбициозный, да, проект, громкоговорящий, но мы уже вот недавно, Руслан, архитектор, приезжал, мы с ним прям несколько часиков сидели и думали, а как можно реально реализовать глэмпинг под водой. И мы нашли некоторые решения интересные. И я сейчас понимаю, что это более чем реально сделать глэмпинг под водой. Вот, поэтому, забегая вперед, вот такая еще концепция рождается. А где под водой? Ну, может быть, на Байкале. Может быть, в Монголии, озеро Хопсугол, мне нравится. Экспедицию туда как-то делали. Это было бы крайне интересно.
А как ты относишься к конкуренции? Не думал ли о том, что кто-то с деньгами придет и быстрее начнет реализовывать такую идею? Ну, слушай, вот я пришел, исходя из своего жизненного опыта, я пришел, что если это твоя идея, твоя цель, то ну, она останется твоей, да, в какой-то степени, и ты ее реализуешь. А если это не твоя идея, ты сюда пришел чисто ради денег, да, то ну, что-то где-то не сложится, где-то не реализуется. И поэтому я понимаю, что даже если кто-то сейчас появится, увидит там математику, скажет: вау, классно, я хочу тоже делать глэмпинг обсерватория, тоже в своем каком-то научном там фантастическом стиле, и начнет делать, но если это не его, это не внутреннее его как бы, ну, желание, ценности, да, интерес к этому направлению, то ничего не получится. Вот. А те, чье действительно его, но они создают свою какую-то концепцию уникальную. Я только честно буду рад, что я не один делаю научно-популярный глэмпинг, а кто-то еще делает, и это будет даже, мне кажется, больше союз какой-то, обмен идеями, нежели какая-то конкуренция. Вот, как бы так. Ну, учитывая, что ты находишься в таких амбициозных проектах, идеях, уникальных, какой бы ты совет дал тем предпринимателям, которые хотят действительно создать вот что-то уникальное? Как им побороть сомнения, действовать? Да, вообще самый главный совет, который я бы искренне дал, это, как бы это банально не звучалось, просто реально занимайтесь тем, что вы любите. Вот у вас есть какое-то хобби, значит, рассматривайте бизнес в этом направлении. Вам нравится какое-то направление, хобби, спорт, не знаю, даже, казалось бы, какие-то странные занятия, да, там, условно говоря. Вот просто берите и ищите какую-то идею, какой-то бизнес в той области, от которого вас драйвит, который вам нравится, и тогда все очень легко будет получаться. А если вы будете гнаться только за деньгами, только делать какие-то проекты просто ради денег, да, то в 90% случаев ну, вас ждет неудача. Вот. Поэтому он такой совет банальный, но я просто на себе это очень сильно прожил, когда я очень длительное время занимался не тем и преследовал неудача за неудачей. Вот. А когда я все-таки принял то, что я хочу заниматься только тем, что мне нравится, ну то есть прям вот то, что меня драйвит, и как-то все очень легко стало складываться. Вот я честно говорю, последних, наверное, полгода, год вообще все как-то позитивно складывается. Многие вопросы решаются, старые какие-то вопросы закрываются, двери открываются везде перед этими направлениями новыми, которыми я занимаюсь. И я внутренне чувствую, что это кайф, это прям вот то, чем мне нужно было заниматься 10 лет назад. Как бы так. Да, согласен. Как ты справляешься со стрессом, с сомнениями? Бывает ли такое, что опускаются руки и хочется все бросить? Хотелось ответить, наверное, потому что у меня в жизни очень много стресса было, я уже просто выжженный. Вот, да нет, на самом деле это частично правда, вот, но это позитивная правда. Почему? Потому что когда ты много что пережил и преодолел эти трудности, да, то потом, что бы ни происходило вокруг, ты уже с призмы вот этого опыта, да, уже по-другому относишься ко всем как бы проблемам и так далее. Но если заходить более еще глубже, то я думаю, что как бы две вещи влияют. Первое — это я сам по себе, ну как бы ты меня знаешь давно, я не эмоциональный человек, да, то есть у меня эмоциональный фон, он вот такой вот ровный, вот, а вот так вот не ходит никогда. И поэтому даже по мне иногда непонятно, в хорошем я настроении, либо в плохом настроении. Да, это так. Вот, но у меня ровный фон всегда. И поэтому даже когда что бы ни происходило в жизни, какие-то неудачи, у меня как бы также эмоциональный ровный фон остается. Вот. А второе, наверное, все-таки кадетская школа и военный институт меня закалили достаточно сильно. Там ну, невозможно, как сказать, там невозможно быть эмоциональным, ну, наверное, так.
Потому что много стресса разного преодолеваешь, и чем больше ты его преодолеваешь, тем как бы ты как сталь куешься и становишься невосприимчив ко всему плохому, так, наверное. Ну и вообще в целом я по жизни пессимистичный. Оптимистичный, очень оптимистичный, правда. Вот. Поэтому, что бы ни происходило, я всегда с оптимизмом смотрю. Ну, классно, не получилось. Вот здесь новая идея, здесь точно получится. Идем туда и все, и делаем, и работаем. Вот. Ну, а по поводу практик, если из каких-то таких практик, которые заряжают и надолго потом с тобой остаются, это мне лично помогают экспедиции. То есть я уезжаю куда-нибудь в горы, и когда пропадаю со связи, живу прям в природе, без цивилизации, то после этого полностью, ну вот как обновленный, перезагруженный, приезжаешь, и как-то все еще быстрее, легко дается. А если каких-то из таких локальных практик, то люблю бегать, обязательно спортом надо заниматься. Если спортом не позанимаешься, то как-то, ну, такая стагнация становится. Вот, плюс принимаю холодный ледяной душ. Вот, крайний раз я уже по 5 минут стою как бы под ледяным душем. Вот, ну и разные. Важно поддерживать еще свою биохимию. Вот, регулярно сдавать анализы и где-то что-то подправлять, если что-то не хватает. Например, железа не хватает, значит нужно курс железа пропить. Потому что биохимия очень сильно складывается на нашем состоянии и на нашем эмоциональном фоне. Примерно так. Да, это так, действительно. А есть кто-нибудь в мире бизнеса, кто тебя вдохновляет, на кого ты равняешься? Ну, знаешь, здесь по мере развития, даже не то, что меня как предпринимателя, по мере развития меня как человека, на разном пути вдохновляли свои как бы определенные люди, да. Если прям вот говорить из таких близких людей, до кого я могу дотянуться, условно говоря, это, ну, я, наверное, никогда об этом не говорил, но это реально так, Тяглин Денис. Вот, ну, реально на каком-то моем жизненном пути, когда я вот как раз уехал с Бали, приехал в этот стартап, меня очень сильно вдохновлял этот человек, и многое что как бы брал от него, учился. Вот, до сих пор, Денис, смотрю твои фильмы СССРовские. Когда-то скинул мне более там 1000 СССРовских документальных фильмов и сказал: вот вместо учебников бери, смотри. И поэтому в самолете где-то, когда там в поезде, в дороге, я беру, смотрю эти документалки, и интересно, там есть действительно классные вещи. Вот, если говорить из каких-то таких прям, ну, типа людей high level, да, так назовем, опять же, как это банально бы не звучало, это Илон Маск. Потому что, опять же, меня вдохновляет научная фантастика, а все, что делает Маск, это как будто бы фантастикой. Он занимается фантастикой, да, научной. Ракеты в космос отправляет, нейролинк чипы в голову вставляет, как бы это негативно не звучало, да, но здесь есть обратная сторона, и она очень как бы негативная в этом. Мы никуда не уйдем от этого прогресса. Вопрос в том, в плохое либо в хорошее русло применивать эти технологии. В общем, все, что делает Илон Маск, меня это вдохновляет, и это один из людей, который сказал: я запущу ракеты в космос, когда никто в жизни не запускал из частных компаний, да. Приехал к нам в Россию, СССР, попросил: продайте мне ракету, ему отказали, и он разочарованный поехал, и понял, что у него не остается ничего, кроме как взять и самому ракету создать, собрать. Вот, и у него это получилось, поэтому кто бы как ни говорил, не хейтил, я просто вот смотрю по поступкам, да. Да, он много говорит, много, может быть, там говорит не по делу или не выполняет, но, по крайней мере, то, что он уже сделал, ну, я, честно, я не знаю, кто из предпринимателей в мире у нас преодолел такие барьеры, да, и достиг таких высот. То есть, ну, мне кажется, это прям high level запустить ракеты в космос. Я не знаю. Вот. А из еще у меня учителей очень много было. Это авторы разных книг. Вот. Я считаю, что это тоже мои учители. Вот. Читаю я очень много, люблю книги. Когда-то на меня очень сильно повлияли труды Ницше. Вот. В военном институте я прям захлеб их читал. Практически все, что есть у Ницше, перечитал. И
меня это сильно повлияло на мою жизнь, я бы, наверное, так сказал. Вот. Ну и опять же, как бы это банально не звучало, Роберт Кийосаки, потому что это реально одна из первых книг, которая попалась ко мне в руки из области предпринимательства, бизнеса. И это какой-то такой толчок для меня стал. Богатый папа, бедный папа? Да, вот в этой области. Да. А что лично для тебя будет показателем, что этот проект стал успешен? Это финансовые показатели или что-то больше? Слушай, ну здесь, наверное, одно без другого не бывает. Когда проект успешен, то и деньги к нему приходят. И когда проект деньги зарабатывается, значит и проект как бы успешен. Ну, как бы такая аналогия. Ну, что для меня успех? Наверное, да все вместе, Максим. Первый — это реализованный проект «Уральский Марс», да, вот если мы говорим. Я приезжаю на своей машине, я захожу, я вижу космическую базу перед собой. Вот, там стоят 20 капсул, геодезический купол, и много людей прям с большим интересом, с открытыми глазами в лектории слушают космонавта, а ночью смотрят за космосом, изучают космос-объекты. Вот, а мне как предпринимателю поступают хорошие доходы от этого проекта, и эти доходы как бы дальше продолжаются в развитие этого направления, да, в масштабирование, построение новых научно-популярных глэмпингов. Наверное, так. Здорово. Где люди могут больше узнать о проекте, как проинвестировать в проект? Какой вот следующий шаг кому интересен? Ну, вообще, это видео, естественно, выйдет у нас на YouTube-канал. Вот, и под роликом есть описание, там есть ссылка на наш проект, на наш сайт. Вы можете перейти по ссылке на наш сайт, пройти регистрацию в своем личном безопасном инвестиционном кабинете инвестора, и там выбрать для себя любой удобный, так скажем, инвестиционный пакет и сделать любую комфортную вам инвестицию. Да и вообще в целом как бы поддержать проект, кому интересны как бы те ценности, да, которые вот я постарался максимально честно транслировать на подкасте. Вот. А также можно написать мне в личное сообщение. Я в целом всегда открыт, всегда всем отвечаю людям. Вот нет такого, что мне кто-то написал, я там скинул его на помощника, да, какого-то. Вот сам стараюсь всегда с людьми общаться. Также можно обратиться к Максиму. Вот Максим также подскажет, где можно покупать, инвестировать в наш проект и поддерживать нас. Да, прям с телефона можно. Ну и, Артем, последний вопрос. Если бы у тебя была возможность сейчас от лица будущих посетителей Уральского Марса отправить письмо в космос, что бы ты написал? Скажу честно, да, я перед подкастом смотрел эти вопросы, но я практически не готовился. Вот этот вопрос я не совсем понял. Типа кому? Ну вот сейчас, прямо сегодня, ребят, 3 у нас октября, 3 iAtlas, неопознанный объект, неизвестный науке, непонятный, который ломает многие наши прошлые понятия о космосе, пролетает возле Марса. Вот прямо сегодня. Кстати, значимое событие, мы подкаст записываем. Да. Ну давай вот. Им письмо отправим. Если им, то какое, да? Да. Блин, интересно. Да вообще, я честно, я очень хочу увидеть тот день, когда они к нам прилетят, кто-то. Да, я верю в формуле Дрейка. Ну не то, что верю, есть формула Дрейка. И как бы все говорит о том, что мы не одни в космосе. Вот. И хочется настать тот день, когда они прилетят к нам. И я тогда, наверное, внутренне прям для себя, ну прям реально закрою вопрос, типа я уже прожил не зря. Потому что я дожил до того момента, когда это случилось. Потому что главный вопрос человечества, ну кто мы и откуда, да? А когда кто-то прилетит, я думаю, что частично мы на этот ответ ответим. Ну, получим ответ. Вот, поэтому я бы просто их пригласил к нам, реально пригласил на Землю. Да, ну и только сказал бы сразу, что у нас как бы пока что земляне не совсем
осознанные, вот они могут сразу агрессивно встречать со всякими ракетами, боеголовками, но вы старайтесь быть максимально дружелюбны, и через какое-то время мы тоже станем дружелюбны и как бы подружимся. Наверное, так. Ну хорошо, давай тогда завершим таким прогнозом. Как ты думаешь, долетят ли они? И если долетят, то когда это случится? Долетят ли они до нас? Да. Долетят ли? Залетят ли в гости? Да я думаю, это случится. Хотелось бы, чтобы это было на моем веке. Вот. Да не, я думаю, это случится, да. И если они долетят, как бы ничего нового не открою, да, может случиться такое, что они просто посмотрят на нас как на примитивных людей, вот как мы сейчас ходим так же, да, и ну кто-то из нас там давит муравьев, да, ну, вот они примерно так же могут прилететь, какие-то пауки, жуки там ползают непонятные, давай просто для прикола раздавим их. Может быть такое, конечно, вот, но не хотелось бы. Ну, отвечая на вопрос, да, хотелось бы, конечно, чтобы они прилетели. Я когда, не знаю, думаю, что это случится когда-нибудь. Может быть, сейчас, вот как раз, который летит объект 3 Атлас. Я вот почему-то думаю, что он летит к нам, и скоро мы его увидим. Ну, это так, лишь размышления. Ну, ладно, на этой прекрасной ноте об инопланетянах закончим наш подкаст об Уральском Марсе. Друзья, благодарю, что смотрите. Обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, наблюдайте за проектом, за успехами, за развитием. Канал будет всегда наполняться новыми интересными выпусками. Всем хорошего путешествия на Марс. Всем пока.